упомянули о том, что вы работаете в отельной индустрии. Не могу не спросить, как дела и какие последствия есть от пандемии коронавируса, и как помогает государство, да, отелям, туристической индустрии, предпринимателям, которые работают в этой области. Расскажите, пожалуйста, об этом. Отрасль сейчас переживает сложные времена, достаточно сложные времена, но да, надо отдать должное, что правительство, конечно, делает многое. С марта месяца, с середины марта месяца всем отелям и ресторанам, все наши индустрии предоставляется финансовая поддержка до 25 тысяч рупий. То есть все зарплаты, включая 25 тысяч рупий, они оплачиваются. То есть каждый месяц мы подаем список. Этот список просматривается в течение недели-двух, и нам перечисляется зарплата на каждого сотрудника, но зарплата не выше 25 тысяч. Чтобы понимать, 25 тысяч это такая зарплата менеджера среднего и высшего звена даже. То есть мы покрываем 90-95% всего нашего персонала. Это относится ко всем отелям. Вот. С точки зрения, как мы прошли пандемию, достаточно ровно, я бы сказал. Была, конечно, некая паника в течение первых 70 дней. Магазины были закрыты, был полный локдаун. Но после 10 дней полного локдауна, включая магазины, все находились по домам, стали постепенно открывать. Сейчас весь остров открыт внутри. Все работает, кинотеатры, развлекательные центры, магазины, детские сады, школы, иностранные школы. Английская школа открылась на этой неделе, французская школа открывается в следующий вторник. У нас дети идут в школу в следующий вторник. Вот. Но с точки зрения бизнеса, конечно, сейчас предоставляются различные кредиты. Банки предоставляют кредиты на льготном проценте при поддержке государства. То есть, если мы хотим взять кредит, мы подаем на кредит, 50% гарантирует государство от тела кредита, и 50% мы предоставляем свои гарантии. И 1,5% это, соответственно, интерес, процент по кредитам. Вот такие меры предоставляет государство. Помимо этого, мы освобождены от уплаты лизинг земли. У нас первая линия на острове, как правило, она находится в аренде. То есть мы на 2,5 года освобождены от аренды, освобождены от уплаты лицензий. И если нам дают кредит, у нас есть каникулы в размере 6 месяцев. Вот такие меры предоставляет государство. Как вы думаете, конечно, это такой довольно сложный вопрос, но как много иностранных предпринимателей на острове, и в целом хочется узнать о том, насколько это легко открыть бизнес, переехать на Маврикий, и как относится местное население к приезжающим из других стран? Население относится с пониманием, в том плане, что они понимают, что инвестиции необходимы в остров, и здесь очень большие комьюнити. Французские комьюнити, это основной, вообще, как бы сказать, контингент. Южноафриканские комьюнити, китайские. Остров поддерживает, и люди заинтересованы, это видно. Они постоянно пытаются стимулировать инвестиции, и буквально в апреле месяце был пересмотрен бюджет, сделаны послабления для открытий компаний и первоначального взноса. То есть, чтобы стать инвестором, раньше мы могли открыть компанию, инвестиционную компанию с минимальным взносом в $100 тысяч, и оборот такой компании должен быть $100 тысяч в год. Сейчас сделаны послабления до 50 тысяч, и, соответственно, уменьшен объем годовой выручки по этой компании. Если ты открываешь компанию, соответственно, ты получаешь
инвестиционную визу, и члены семьи также вписываются в эту инвестиционную визу. Вот. Сейчас закон принят, будут опубликованы разъяснения порядка по поводу изменений 1 сентября, то есть я сейчас точно детали не знаю. И также есть вариант открыть здесь бизнес как частный предприниматель. Порог вхождения в этот бизнес гораздо меньше, но пока я не могу сказать именно в каких именно областях. Тоже пояснения будут даны в начале сентября. Но климат, инвестиционный климат стал более благоприятный, потому что правительство сделало анализ, как жить дальше. Туризм ожидается, что даже после открытия границ, когда они все-таки примут решение открывать, сейчас 1 сентября дата не выдерживается. Ходят различные слухи, кто-то говорит октябрь, кто-то говорит ноябрь, кто-то говорит декабрь, кто-то говорит январь. То есть сейчас никакой информации нет. Поэтому они именно смотрят, что если туризм и дальше будет проходить вот этот тяжелый период, они пытаются заинтересовать через инвестиционные программы, через именно предоставление благоприятных условий и, соответственно, пополнение бюджета за счет этого. Также можно купить недвижимость. Последнее, то, что я слышал, это $500 000 необходимо потратить, тогда получишь вид на жительство на всю семью на 10 лет. Я слышала про изменения, о том, что этот порог был снижен, и уже достаточно инвестировать в недвижимость $375 000, и тогда инвестор получает вид на жительство. Может быть, вполне. Сейчас, как я и говорил, вот, до 1 сентября мне не могут дать точные вот именно условия и критерии. Они не прописаны, не опубликованы. Но если были послабления по инвестиционным программам с 100 до 50 и, соответственно, уменьшение, я не знаю точно сколько, входа в бизнес как частный предприниматель, но я думаю, что и эти программы, соответственно, будут скорректированы. Вот еще хотел обратить внимание, что очень хорошие условия для людей старшего поколения, кто хочет переехать в более благоприятную зону, климатическую зону. Здесь очень много пенсионеров различных национальностей. То есть приемлемый возраст для пенсионера — это 50 лет. И до карантина условия были уже послаблены. То есть нужно достичь возраста 50 лет и иметь на счете $18 000. Тогда ты получаешь пенсионную визу.